Всем привет! Вас ждет очередной влог из Аргентины, а тем временем нам исполнилось уже 6 месяцев. Время летит неумолимо быстро, считай, уже полгодика. Сейчас мне уже сложно представить, что когда-то было время без нее. Бесконечно радуюсь всем ее успехам. С ней становится все интереснее, и благодаря минутам, которые мы проводим вместе, я вспоминаю еще свое детство. В общем, все это дарит какую-то теплоту и спокойствие. Сейчас мы уже достаточно неплохо ползаем, нас интересуют различные игрушки вокруг, стараемся их достать, как-нибудь с ними повзаимодействовать. Перемещаемся уже на значительно более длинные дистанции, за пределы ковра заходим, путешествуем по комнатам. В общем, малышка подросла. Что нашей малышке 6 месяцев, она у нас уже очень-очень большая, такая вся принцесска, да? Принцесска наша. Все тянется к тортику, мы ее еле сняли, конечно. Вот, но она у нас красотка, да, красотка. Пусть растет здоровой, счастливой. Вот, и мы ее очень-очень любим, да, зайчик? Зайчик. Наша веселушка, только сегодня она серьезная, да, потому что я ее немножко намучила. Да. А папа что скажет? Поцелуй, папа. Вот, так что с 6 месяцами, да, заяц, с 6 месяцами. Какой большой. Большой, да? Зайка, зайка. Уже почти с мой живот, да, малыш? Да. Давай. Нам сегодня 6 месяцев, и мы решили отправиться в небольшое путешествие. Вот, так что скоро покажу, куда мы, собственно, поедем и что там будет. Надеюсь, что будет симпатично и интересно. Мы для этого даже специально пораньше встали. Сейчас у нас 11 дня. Вот, так что это у нас такой мини-рекорд. Поедем мы на такси, поэтому сейчас как раз находимся в ожидании. Дорога нас ждет достаточно длинная, поэтому можно немножко полюбоваться в окошко на окрестности. По времени такое путешествие займет примерно час, но я за любую движуху, поэтому, в общем, мне кажется, что это такое будет неплохое путешествие, достаточно интересное. Ну и, конечно же, лично на мой вкус место того стоит. Проезжали мы совершенно разные районы, но вот ближе как раз к месту назначения был такой достаточно не самый приятный райончик, вот, но в любом случае мы доехали до цели. Мы приехали к часу, как раз на картах было обозначено, что место работает с часу, и, как оказалось, нужно будет еще немножко подождать, чтобы нас пропустили дальше. Может быть, кто-то узнает это место по вот данным башенкам, по вот таким воротам. Но если вам ни о чем не говорят все эти вещи, то данное место называется Кампанополис. Я в свое время видела фотографии оттуда, и мне показалось место достаточно интересным, поэтому я хотела его посетить. Что малыш у нас лежит, не хочет ничего смотреть. Мы, собственно, приехали на место. Здесь идет с 13 часов, поэтому нам проверили у нас билеты как раз. И с 13 часов мы можем, собственно, заходить на территорию вот этого комплекса. Вот, а малыш не хочет ни спать, ни не спать. Но издалека все выглядит достаточно симпатичненько. Вот, а так погода сегодня отличная, солнышко, не так, чтобы прям вот жарко, но и не прохладно, в общем, достаточно комфортная температура. Вот, и мы пришли на место. Да. Всем привет, Оля! Ну что ж, я отправляюсь смотреть, что же нас здесь ждет. Насколько я понимаю, у места нет какой-то исторической подоплеки, это больше как такие архитектурные сооружения, что-то вроде искусства. Многие вещи здесь созданы из какого-то мусора, ненужного хлама, и все это представлено в виде таких неких памятников. В общем, мне по духу это напомнило Никола Ленивец, где тоже есть такие скульптуры, которые хочется разглядывать, рассматривать. И вот здесь тоже есть различные такие архитектурные сооружения, которые навевают какую-то свою атмосферу, заставляют играть воображение и дарят немножко вдохновения. Ну и в любом случае прогуливаться здесь по данной территории в такую чудесную погоду дорогого стоит. В общем, мне было очень приятно.
Хотелось все рассматривать, изучать все детально, потому что есть достаточно любопытные находки. Ну и заглянуть в каждый уголок и ничего не упустить. Малышка у меня сейчас мягкий плюшевый комочек, и очень удобно, что она сейчас такая достаточно подвижная, очень удобно ее брать с собой в путешествие. Вот она особо не возражает, поэтому есть свои плюсы в этом возрасте. Ты должна показать, что папа не прав. Папа не прав, да? Скажи, папа не прав. Если честно, я его не помню уже, в чем папа не прав, но если так говорила, значит, это точно так. Очень люблю витражи и ретро-машины, и здесь как раз можно было зайти внутрь и разглядывать этих представителей. На самом деле на данной территории можно найти достаточно много всего, поэтому думаю, что час времени вы здесь точно сможете провести. Насколько я поняла, здесь также проводят экскурсии, поэтому можно взять себе гида и ходить уже, чтобы вам рассказали какие-то истории, связанные с этим местом. Также мне здесь больше всего понравились фонарики. Они здесь есть совершенно разные, необычные. И прикольно были обыграны различные птички из мусора. Например, такой фламинго, достаточно оригинально, мне кажется. И еще я нашла такую птичку из ножниц, тоже очень прикольно. Лично, на мой взгляд, такие детали — это украшение этого места. Не правда ли достаточно атмосферно? Конечно же, здесь вас тоже встретит флаг Аргентины. А мне еще очень нравилось заглядывать в окошки. Ко всему прочему, здесь потрясающие запахи, чувствуется, что ты за городом. Чего, Ложин, ты меня преследуешь? Ты преследуешь меня? С малышом вместе. Может, на испанском пойти послушать экскурсию? Ага. Малыш, ты что, не понимаешь? Так, отрывками. Я малыша спрашиваю, ты что, малыш? Ты малыш? А, малыш, понимаешь что-нибудь? Аргентинка моя. Короче, ребенка нет, муж сбагрил мне коляску. Я одна с коляской. Территория на самом деле разделена на несколько частей. Вот здесь вот идет основная, и есть еще такая дополнительная, куда мы как раз потом еще тоже прогулялись. Еще здесь можно увидеть столько различных красивых, витиеватых узоров на воротах, на каких-то балкончиках. Хочется их рассматривать, потому что очень красиво все выполнено. Но данное здание, наверное, все-таки больше всего притягивает взгляд. Тем не менее, мы отправляемся во вторую часть. Вот там вот вдалеке виднеется как раз здание, и мы направляемся туда. Малышка уснула сладким сном. А мы дошли до вот такого вот здания. Надеюсь, что вам по душе наша совместная прогулка. А вот здесь лично для меня чувствуется какой-то сюрреализм. Лично для меня это как чья-то фантазия, как какой-то удивительный, уникальный, неповторимый мир, в котором могут присутствовать какие-то свои диковинные существа. А возможно, именно здесь открываются какие-то порталы в неведанные миры. Стоит только подняться несколько ступенек по лестнице, и ты окажешься именно там. Не знаю, сходятся ли у нас с вами впечатления, но лично у меня возникают именно такие мысли, когда я смотрю на все вокруг. Вот эта избушка мне особо приглянулась, не знаю почему, мне кажется, что в ней живет какая-нибудь баба-яга. Какие-то такие мысли рождаются, глядя на нее. Вот как избушка такая на курьих ножках. Еще здесь можно увидеть достаточно милый такой вот прудик.
очень прикольное место, мне понравилось. Здесь столько классной, какой-то интересной архитектуры. Прикольно, что есть какие-то заброшенные домики. Очень достаточно атмосферно. Вот, мне кажется, что стоит того, эта поездка. Вот, очень приятно мы провели время, плюс такая погода классная. Вот, хочется все разглядывать, достаточно интересные такие здания. Вот, такой небольшой как бы островок, который создает такое особое настроение. Очень мне понравилось. Прикольное местечко, советую вам обязательно посетить. Вот, и здесь такие заброшенные как бы здания. Есть очень много различных таких фишечек в виде, допустим, птичек каких-то, да, созданных из каких-то садовых приборов. Вот, так что все достаточно интересно. По крайней мере, если вы фанат архитектуры, мне кажется, что должно вам понравиться. Мы еще немножко прогулялись по территории и затем уже закончили наше небольшое путешествие. Отправились на такси обратно в сторону дома. Ну и проголодавшись, мы, конечно же, решили зайти в небольшой ресторанчик. Вы голодны? Очень. Очень. Мы чаще всего хотим есть раньше, нежели чем здесь открываются рестораны на ужин, поэтому у нас бывают частенько проблемы с этим, но нам удалось найти такое местечко, и здесь вроде как все работает, поэтому сейчас будем ждать как раз еды и наслаждаться, возможно. А кто-то в очередной раз устал и очень-очень сладко спит, и мне это на руку. Надеюсь, что вы приятно провели день вместе с нами. Увидимся в следующем влоге. И всем пока-пока!